Добрый вечер. В эфире ток-шоу Владимира Соловьева «К барьеру». В стране кризис. Депутаты почему-то решили, что кризис – это самое время менять Конституцию. Начали, конечно, с себя. Прибавили себе полномочий, увеличили сроки, заодно и президенту. Один из главных депутатов, Жириновский, вообще предложил ввести в России должность верховного правителя и отдать ему всю власть. Вот я и хочу спросить, Владимир Вольфович, вам что, власти мало? Я принимаю ваш вызов, гражданин Надеждин. Вы, демократы, постоянно всех обманываете. В 93-м году вы отрицали эту конституцию, говорили, что она авторитарная. Теперь она вам очень нравится. Вы не хотите никаких изменений. Эти изменения чисто технические. Во всей Европе сроки полномочий президента и парламента 5-6 лет. Мы ничего нового не добавили. А слово «президент» хотим убрать, потому что хотим, чтобы по-русски звучало название главы государства. Вы нам надоели, демократические черви. На площадку вызывается член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. На площадку вызывается вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Господа, Владимир Соловьев. Уважаемые господа, вы готовы к дуэли? Готовы? Прошу сходиться. Вашу дуэль будут судить политолог Дмитрий Орлов, социолог Елена Башкирова, историк Ирина Абрамова и адвокат Михаил Перцев. Задача судей – объективно судить поединок, а ваша задача – убедить в правоте своих позиций наших уважаемых телезрителей. На чьей стороне окажутся их симпатии, мы узнаем в самом конце программы. Схватка первая. Но все-таки красиво, так, к барьеру демократические черви. Надо было заползти сразу так. Владимир Владимирович, вам бросили перчатку, вам право первого вопроса. Хотя обидели, вы-то как раз сразу. Да. Сегодня, когда президент предложил внести поправки, некоторые демократические партии, в том числе в это новое, прокремлевское, с непонятным названием, вдруг говорят, не надо вносить изменения. 15 лет назад мы принимали Конституцию, вы говорили, вообще Конституцию принимать не надо. Мне логика ваша непонятна. Вы говорите кризис, но кто кризис устроил? Сперва коммунисты устроили кризис в Советском Союзе, ни коммунистов, ни Советского Союза. Теперь вы с вашими реформами действительно нам создали сложнейшую ситуацию. То есть вы виноваты во всем этом. Я? Вы все вместе. Вы демократы. Вы же были за Ельцина. Уже хорошо. Ельцин был председателем Конституционной комиссии. Я спорил с ними в Кремле. Вас там не было. То есть многие были недовольны. Но нужно было принять какой-то документ. Мы его приняли. Теперь вы его хвалите. И говорите, не сметь прикасаться. Вы говорите, продлевают, увеличивают себе срок полномочий. Никто не увеличивает. Доводим до средней нормы европейской. Во всех странах Европы 5-6 лет, бывает даже 7 лет. Полномочия депутатов есть пожизненные в Британии. Есть 9 лет, есть 6 лет. У нас самые маленькие были. А проблем очень много. Так почему же мы не должны иметь возможность нормально работать? Вот там в Израиле Прошу вас. молодой водитель, ничего не понимая, бросил автобус вперед. Понятно. И так рулить страной. Борис, прошу Это вас. всего 4 года. Во-первых, Владимир Вольфович, вы что-то явно перепутали. Либерально-демократическая называется как раз ваша партия, а не моя. Моя называется «Правое дело». А я о названиях не говорил. Во-вторых, я знаю ваше название. Взял с собой Конституцию. Видите, Да. Красная книга, Конституция Вот. России. Открывайте ее. Почему Красная книга? Потому что очень много ее статей не действует. Они отмечены жирно. Просто Да. не действуют. Ну, например. Да. Вот написано в Конституции, вот читаю. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. А вы в Думе запретили и референдум, отменили выборы губернаторов. Не мы Написано, запретили, внимание, а Российская вы. Федерация состоит из равноправных субъектов. Да. Равноправных. Ну? То есть Москва равноправна и Владивосток равноправен. А почему тогда в Москве средние доходы 40 тысяч людей, в Подмосковье 20, в Твери 10, а в Владивостоке Объясняю. еще меньше? Объясняю. Выполнять надо Объясняю. Конституцию, а не менять. Объясняю. Такое вот распределение доходов сделали вы. При царе этого не было. Это сделала советская власть.
боялась восстания везде. Я не Москве свергал должна быть- царя, что вы говорите? Не Я вам свергали говорю, мы царя. Нет, это не тенденция, мы. перешедшая в демократическую Россию из советской. Подкармливают сюда москвичей. Всегда больше. А вы хотите еще верховного Да. правителя воткнуть, чтобы вообще вся Мы власть была в хотим, Москве. чтобы был русский А язык. у нас в стране, В Конституции где написано, власть, государственный там язык деньги. русский. Почему власть, там английское деньги. слово употребляем? Это же вы навязали. Вам Потому что нравится благодаря Америка. вашим усилиям Зачем в доме президент? вы всю власть отдали в Да. Москву. И Москва Ни в коем жиреет, случае. а страна хереет. Ни в коем случае. Жиреет Москва, Все время хереет боролись. страна. Боролись. Кстати, вы депутат от этой славной Москвы и Московской области. Я из глухой провинции. Я всегда с вами боролся. Из Казахстана. Всегда вас ненавидел. Вы меня лишили родины. Теперь у меня даже родины нет. Всего этого лишили вы. А сколько лет в Москве живете ненавидя? Живу уже 44 года. Нет, 64. 44. Владимир Владимирович, 44 года, вас 44 могут года. заподозрить в политическом Многие еще не садомазохизме. родились, не родились. Вы меня когда я пугаете. уже 44 года жить и ненавидеть. Это Его трагедия. еще не было. Я Ненавижу продолжу. систему, про которую он правильно Владимир говорит. Вольфович. Зажравшаяся Владимир Москва Вольфович. и голодная Россия. И теперь Кто будут, это сделал? правильно, и теперь будет Горбачев и Ельцин. голодные Вас- депутаты по 5 лет. Так они Да, по 4 да, года голодали, теперь по 5. Теперь Нет, дальше. тогда им выборы проводить каждые полгода и все деньги бросим на выборы. О, хорошо. Это что же будет? Владимир Вольфович, и вот теперь Конституцию, Да. которую вы меняете, не нравится она вам, Да. продолжаю читать. Статья Пока, 19. пока ничего не меняется. Все равны перед законом Да. и судом. Но Статья некоторые чуть 21. равнее. Да. Достоинство личности охраняется государством. Достоинство. Да. У нас в стране хорошо охраняется достоинство Вот. людей, государства. Его найти никто не Вот может. так Его вот, да. так хорошо сохраняет, а бегает, Вот найти о чем не может. думаю. Абсолютно согласен. Но это происходит во всех странах мира. Нигде нет такой страны, где бы все граждане чувствовали себя хорошо и права всех были бы защищены. Вот американец, хваленая Америка, умертвил нашего русского мальчика. Ему наплевать, забыл я отвезти детский сад. Все, и свободен, свободен, все, можешь идти, русский, ну подумаешь, русский там, Да, суд детеныш решил, умер. что Все, его- это в каждой Вы стране знаете, мира есть я изверги, этого урода преступники. американца сам бы задушил. А, своими вот руками. задушили Урод, бы. Понятно. А да. урод в Израиле А вы о кто? другом скажите. Вот. А в Вы Израиле про другое лучше кто скажите. сажает вести Почему автобус так человека вышло? 22 нарушения? Почему так Права вышло, отобрать. Владимир Справедливо. Вольфович, что наши русские дети Да. попали в эту Америку и там умирают в машинах? Демократы, Он, вы. американец, украл, что ли, этого Вы ребенка? Нет, его были ваше категорически государство против. ему отдало. Мы всегда- Ваше государство отдало этого Мы ребенка туда. всегда выступали Почему за его запрет. русские родители, папа и мама русские, Запретить бросили его, и усыновление он там за умер в рубеж. машине? Я так- Согласен. я Вы правильно голосовали понимаю? за Вы этот сделали. закон? Вы. Извините, вот сейчас, пока у меня еще Мы нет не политинформации, голосовали. то есть все новости, Да. которые есть, вы по Запретить очереди усыновление. друг другу кидаете. Можно все-таки перейти к сути? Можно. То есть К сути Можно он не суть может. вопроса. Вот смотрите. Что суть у его- вас, я смотрю, книжечка толстенькая. Да просто люди хоть Зазывало раз узнают, о чем Как он. Фон Вейбин. 32-я. А что, так не 32-я помните? статья. Так не 32-я. помните в голове у вас Я нет не ничего? заслуженный юрист. Это вас Путин заслуженным Нет. юристом наградил. Но вы Я же не считаю. помните, Я считаю. что написано Вы там? заслуженный Понял, юрист. то есть у нас сегодня заслуженный юрист Заслуженный и юрист. незаслуженный Да, не юрист. заслуженный. Мне не дали. Мне не Он дали. вообще не юрист. Мы еще А ему диплом дали, проверим. смотрите. Диплом проверим. Какой вуз кончали? Какой вуз? Экзамены сдавали? Я заканчивал, Владимир Вольфович, два вуза, очень хорошие. Московский физико-технический институт, физтех, Ну? и Московский юридический институт. Да, заочно. Покойный академик Кутафин был младший Заочно. руководитель. Заочно. Царство ему Купив диплом Хорошо, ладно. в подземном переходе. Статья 32. Не мешайте мне читать Заочный Конституцию, люди. институт. Граждане России имеют право участвовать в управлении делами государства. Имеют право участвовать в управлении делами государства. Да. Кто-нибудь объяснил вот здесь сидящим людям, каким образом увеличение полномочий Думы и сроков полномочий, каким образом поможет бороться с кризисом? Объясняю. Кто-нибудь объяснил этим людям во Объясняю, Владивостоке? слушайте. Во Владивостоке Слушайте тех, цены растут в Владивостоке. тех, Цены кому растут. народ дал уже полномочия. Вам он не дал. Люди вышли Ни в на третьем, улицу, ни в они седьмом. кричат: Москва, ау, мы тут в Владивостоке, Кричат у нас благодаря работы той нет, цены администрацию, растут. которую вы Да. там создали. А Самый им из Москвы криминальный регион. отвечают, им из Москвы Период отвечают: Ельцина. ау, Владивосток, Вы можете у слышать? вас все проблемы, Слышать? потому что у вас машина Вам с правым хочется, чтобы рулем. было плохо на Дальнем И Востоке? пошлины на иномарке Вам повышают. хочется, Вот. да? Вы Вот мечтаете это об вот, да. этом? Объясните Чтобы заполыхал людям. Дальний Объясните. Восток. Пусть Теперь- обе- теперь- Вы объясните мечтаете. людям, Вы объясните. про московскую мафию скажите, про бандитов Подмосковья. Не-не-не. Это Не-не-не. ваши жители, так Не-не-не, сказать. секундочку, Вы же депутат секундочку, оттуда. Объясняю. секундочку, объясните. Вы же мешаете. Слушай, Я вам он еще раз объясняет. говорю. Давай. Дайте сказать, Владимир Еще раз Владимирович. говорю. Тишина и порядок была в стране до 91 года. В 91 году, Так. 19 августа, мы ввели в стране чрезвычайное положение. Вы. Вы сказали, не Вы. надо. Вы не или надо. мы? Пусть будет демократия. Вот плоды этой демократии. Мы вас об этом предупреждали. По всей стране будет бандитизм,
сепаратизм будет Греция и Таиланд в одном флаконе. Перейдите Это вы. сразу к 2008 Это вы. году. Вы Сразу к везде, 2008. везде к власти привели криминал. Самый криминальный 2008 регион год. Дальний Восток. Во дворе 2008 Одни год. бандиты у власти находятся. Весь Дальний Восток, Весь все Дальний 8 Восток. миллионов людей, Всё, живущих на всё, Дальнем Востоке, сплошной сплошные бандитизм. бандиты. Все. Расстреливают любого мэра. О, Все, что сильно, хотят, делают. сильно. Все их бывшие мэры сидят А на в тюрьме. Урале, Да. тоже И там полно И там бандитов. полно. Подожди, И в Москве полно можно по бандитов. очереди? И И вот ваша политическая организация одна из самых криминальных. То же самое. Ваши хозяева сидят в Лондоне. Вот такие условия вы нам Нет, создали за 20 я лет. протестую. Их хозяева сидят в Кремле. Это уже кремлевский. Вот, стайл. вот, Предыдущие вот тогда хозяева чё же? сидят в Лондоне. Аккуратно. Про какие свободы вы говорите? Кто вашу партию создал? Кто ее финансирует? Мы что, сами организовали? А вашу? Че, мы сами. Вот сами. Все, я. Никогда нигде не был. И 20 лет назад. Значит, 20... что значит, Чё вы никогда в нигде условиях не был? кризиса? Вольф. Подождите. Чё в Я условиях хорошо кризиса? помню. Партию Сижу я в создаете? Думе. Идет В условиях утверждение кризиса бюджета. партии кто создает? Зачем? Жириновский обещал заголосовать правительству. Жаг Да. обещал, стенограмма есть. Есть. Петенков Есть. кричит из ложи. А чё ж не голосует? Есть. А вы кричите, Есть. платежку покажите, платежку. Вот видите, Ну, что это такое? вот ложь. Вот когда Боже вот мой. такие лживые, гнусные, вот завтра пойду в суд. Червяки. В суд пойду. Червяки. Что вы будете Пойдем, делать? пойдем, я вас потащу в суд. Да. Кто в 90-м году обещал Да. каждой женщине по мужику? Никогда не обещал. Где? Никогда. Где? Никогда. 10 миллионов вся. женщин! 10 миллионов женщин в России без мужиков. Вы меня Если извините. подлец Идите будет к ним, продолжать, они с вас я сейчас просят. уйду. Сделайте Да, с ними вы что-нибудь. Или буду сейчас бить прекратите телефон, немедленно. мужики. Не Все, драть- я драть- ухожу. Не, Лаврович. Или охрана сейчас зайдет, мы его пристреляем здесь. Кто Что, скажет, подлец и негодяй. Человек, который в наглую стоит и лжет. Борис, Человек. понимаете, все-таки- Наглецы. Лаврович, одну Подлецы. секундочку. Вы демократы. Они изуродовали страну. Теперь продолжают говорить, что я что-то говорил. Ваши продажные средства массовой информации. Я этого никогда не говорил. Никогда. И можно перейти Поднимите сейчас к дебаты сегодняшнему. 93-го года, А можно и вам к сегодняшнему покажут, что дню? я сказал. Про мужиков и что вы говорил? говорите. Нет, никогда. Борис. как? Борис, Никогда. но давайте будем Из говорить моих то, что уст наговорил вы ваш никогда не Чубайс. слышали. Давайте сейчас Никогда. просто поставим здесь рядом Чубайса и спросим. Не боитесь прийти Володь, и а ответить можно- на а вопрос? можно Если вы по делу? такие По этому лжецы, дню сегодня. я очень рад, что народ Володь, отказал можно в по делу доверии. спросить? Давайте по делу. Больше подлецов Владимир и Ильич, негодяев по делу, нету. по делу. Подлец и негодяй, ты Сейчас, понимаешь? сейчас. Вместе со своей партией, своими бандитами. Вот. Всегда на бандитские Вместе деньги со всем вставали. Дальним Востоком. Все Нет, бандиты. не я с Дальним вместе с Востоком, там Спокойнее, естественные люди. спокойнее. Но Есть такие же мерзавцы, как ты, Надеждин, есть и там. И вы до сих пор во власти. Вас уже уничтожить, Ну что вы с ним а из делаете, вас снова партию создают. Морду что любить? Нет. Ваш Чубайс обокрал Драться всю страну, не надо а он никому, снова это министр. неправильно. Ваш Кириенко Лаврович, устроил сейчас успокойтесь дефолт, чуть-чуть. ваш Кириенко. Борис Борисович, И он успокойтесь. снова сегодня в Просто у меня есть Росатом. предложение. Давайте давайте теперь по мне сути. защищают поражение, Нет, не а я надо не буду никому бить ему ничего морду. Давайте зачем. Не надо, Прекратите не надо, го- все, ты подлец и негодяй. Подлец и негодяй. Ой, бегут по улице. Тебе рвать на части нужно. Так, так. Ну, иди Подонок, порви, иди. Все, преступник. прекрати. понимаешь? Иди. И вот вы- Отвратительное. Вот иди, говори. Владимир Я ему на вы, Владимир Вольфович. а этот подмосковный бандит говорит, иди. Владимир, Сейчас простите, иди, где моя Владимир охрана? Вольфович, Подойди сюда, охрана Не моя. надо, все спокойно. Иди сюда, охрана. Сюда войди. Так. Дай, возьми этого подлеца и Нет, выкини все из брать зала. Не надо, возвращайтесь. Чтобы не было в зале этого подлеца. Возвращайтесь. Выкини его отсюда, я сказал. Это передача не, что, с ума не сошел? надо. Да не- пошел вон из зала Так, отсюда. охрана НТВ есть? Нет Аккуратненько охраны возьми. НТВ. Так, Давай. Владимир Вольфович. Второй охранник заходи. Владимир Вольфович. Второй охранник, иди Ну сюда. что вы устраиваете? Второй охранник, иди Все сюда. встаньте. Иди Не, сюда, встань второй. спокойно, все, ничего не Где делай. он? Встань Забери этого подонка. Владимир этого. Вольфович. Тварь эту. Не-не-не. Значит, чтобы Владимир Вольфович. чтобы эту тварь больше не бил никогда и нигде. Спокойнее. Это вам надо тогда... Это самый последний Это негодяй. вам к Кремлю. Вставайте на место. Если Владимир вот- Вольфович, вставайте. Чтобы этих подлецов я не видел нигде больше. На место вставайте, пожалуйста. Бандиты и Владимир жулики. Вольфович, Уйти, спокойно. подальше. А элементарный Давай подмосковный бандит. успокоимся. Ну Так, что всё. такое? Не дай успокоиться, я тебя успокою в тюрьме. Спокойно. Миллионы погибли из-за вас, подлец. всё, ребята, И негодяй. Если- Выводи его отсюда, я тебе сказал. Владимир- Выводи отсюда, эту сволочь. Так, Кончай, спокойно. кончай. И ты Вставай. пошел отсюда, Тихо, тебя не тихо, видел. тихо. Это Где второй охранник? Выведи его отсюда, сказал. Выведи. Стойте, стойте. Выведи, пошел вон отсюда, в сумасшедший дом тебя гнать. Так, Борис, Мерзавцы такие. Владимир, А? перерыв. Да сволочи, сколько сделали. Извините, у нас перерыв. Сколько крови Владимир пролили в Вольфович, стране. Не дай. Так, Борис А вы Борисович, что хлопаете? никуда Да вас уходить не люди надо. Перерыв. Вышли его отсюда вообще. Сейчас перерыв. Всех перестрелять уже, всех Спокойно. подсудов. Да не собирался на весь. Знаете, я думаю, что главное, что отличало наших героев в этой схватке, то, что они очень сильно отклонились от темы. И очень сильно пошли по популистскому пути. Про разные доходы, про Москва жиреет, страна хереет,
про Дальний Восток одни бандиты, про ребенок в Америке. Где же, собственно, Конституция? Где ребенок? Он оказался выплеснут, я думаю, с тем стаканом, которого не оказалось в руках Владимира Вольфовича. Ну вот, выходка, конечно, была безобразная председателя ЛДПР. И я думаю, что не только из-за этой выходки, а по совокупности причин и обстоятельств победил в этом раунде Борис Надеждин. Но я не могу не согласиться с вами, телезрители, мы, все здесь присутствующие, мы ждали, конечно, подробного анализа и разбора. С одной стороны, надо было с аргументами показать, нужна ли реформа или какие-то изменения в Конституции, какие от этого последствия, какие выгоды. И наоборот, если она не нужна, чем это грозит стране. Вот это нужно было народу. И то, что, конечно, велся совершенно некорректным образом этот спор, я даже не могу его назвать спором. И здесь, конечно, проиграли они оба, но все-таки мои симпатии на стороне Бориса Надеждина, потому что он как раз начал уже подходить к тому, чтобы, в общем-то, побеждать в этой схватке. Потому что его аргументация, на мой взгляд, все-таки она была, и она была, ну, более интересной. Ну, я думаю, что шоу, оно немножко потеряло вот в связи с теми событиями, которые произошли на последних минутах. И победу кому-либо присуждать, вот, либо Жириновскому, либо его оппоненту, я, так сказать, не вправе. Я считаю, что здесь пока ничья, но, если вообще, мне не хватало стакана с апельсиновым соком, мне кажется. Вы знаете, я готова с вами в этом плане абсолютно согласиться. Как-то оба противника отошли от темы, и тема вообще просто потерялась. Да, я думаю, что здесь Да, в этом плане ничья с вами пока, да. пока ничья. Один из самых знаменитых деятелей французской революции, граф Оноре де Мирабо, был личностью яркой и незаурядной, что нередко приводило к столкновениям и дуэлям. А еще он обладал потрясающими актерскими и ораторскими качествами. И в своих выступлениях использовал такие образные выражения, жесты и мимику, что неизменно находило отклик в аудитории. Участвуя в разработке Конституции, Мирабо получил около 100 вызовов от монархистов. Но так как время было дорого, отвечал стереотипной фразой: «Месье, вы занесены в мой список, но предупреждаю вас, что он длинен, и я никому не окажу предпочтения». Впрочем, через год после смерти выяснилось, что он тайно давал королю советы и даже получал за это деньги. Вторая схватка. Борис Борисович, вы продемонстрировали чувство глубочайшего презрения друг к другу. Я попросил вас остаться по одной причине. Потому что граждане России, к сожалению, лишены большого количества политических форматов, и у них нет возможности слышать своих политических лидеров и понимать, о чем идет речь. Поэтому я вас попросил бы продолжить, несмотря на личные отношения, чтобы донести до людей, до ваших избирателей свою точку зрения. И по теме. И по Мы теме. обсуждаем Конституцию. И очень важно именно по теме. Конституцию. То есть не вдаваясь в бесконечные исторические экскурсы и не оскорбляя друг друга. Прошу вас, вопросы. Елена Панфилова, гражданка Российской Федерации. Уважаемый Владимир Вольфович, вы ведь не только безусловная звезда нашего политического небосвода, но и доктор философских наук. И я бы хотела попросить вас разъяснить мне вот такой логический парадокс. Ваша партия и вы постоянно выступаете за борьбу с коррупцией, утверждая, что в стране очень много коррупции. Ваша партия и вы в ходе последних выборов постоянно говорили о том, что на вас оказывает давление административный ресурс, что есть не что иное, как политическая коррупция. И буквально вчера вы критиковали своих коллег по Государственной Думе за беззубость, за вегетарианский подход к борьбе с коррупцией, что не хотят люди бороться с коррупцией. А с другой стороны, вы хотите этим людям продлить полномочия. Вы хотите этим людям сохранить несменяемость элит. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, как можно бороться с коррупцией без реальной политической конкуренции? Полностью с вами согласен. И хорошо, что вспомнили, что вчера именно самой жесткой критике мы подвергли закон, который они, у кого большинство, выхолащивают, прикрываясь тем, что это демократия. И мы имеем право бороться. Вот это и нужно говорить. Я очень рад, что секундант моего оппонента сказал, наконец, правду, что 20 лет за это боремся. Я с вами согласен. В принципе, можно никому не продлевать полномочия. Можно даже их сокращать. Разве я говорил вам здесь, вот, в этой передаче, что мы очень желаем и хотим, чтобы всем продлили полномочия, срок? Мы этого не говорили. Внесены поправки. Можно продлить, можно продлить. Можно не продлевать. Но если есть исторический опыт, и вся Европа, все парламенты работают 5 лет, почему вы исходите из того, что вот этому парламенту не надо продлевать? Да мы не этому продлеваем. Вы еще не можете понять. Мы продлеваем будущим парламентом. А они будут лучше? Будущим президентом, которого, если народ вам не удастся снова оболванить, изберут другой парламент.
и другого президента. Владимир Вольфович. Но будет больше возможностей А, кстати, кого у изберут депутатов. президентом? Хочется У узнать. депутатов Правда будет хочется, больше честно. возможностей Я вам реализовать скажу себя. телефон в Кремле, позвоните, вам Владимир скажут. Вольфович, Только лишь поэтому. Если бы мы дали 15 лет, если бы полномочия продлевались на 15-20 лет, вы были правы. Всего на 1 год парламент. Всего на 1 но год. люди-то не возьмутся ниоткуда новые. Кто вам так сказал? Меняется парламент каждый раз на 70%. На 70%. Что-то Каждый незаметно. раз А по меняется. решениям этого незаметно. Согласен с вами. Я сторонник того, что вообще не должно быть поста президента. Я сторонник парламентской республики. Я сторонник того, чтобы не было вообще никакого процента прохождения в парламент. 1. Набрали и политическая партия. И никакого залога. И никакого сбора подписей. Но у нас нету большинства. никакого Совета И никогда Федерации. не было. И никакого Совета Федерации нам не нужно. И количество депутатов сократить до 300. Но вносимые нами поправки не проходят. Никогда, ни разу. Но тем не Вносимые законы не Но, проходят. тем не менее, Конституцию меняют. Но Потому что ее надо Конституцию менять. меняют ведь еще и потому, чтобы найти способ, чтобы нам стало жить лучше. Ведь ее же не было 15 лет Но назад. пока логически неувязка остается. То есть ничего не получается, но давайте еще их сохраним. Но вы обратитесь с этим к автору поправок. Мои 6 поправок не прошли. Ну, я надеюсь, когда-нибудь он придет в эту передачу. Вот, пожалуйста. А я прихожу постоянно. И нам это нравится. И все время честно вам говорю о своей позиции. Спасибо. Прошу вас. Свистунов Аркадий, депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР. Борис Борисович, у меня к вам самый простой короткий вопрос. Вы лично голосовали за эту Конституцию? Аркадий Николаевич, да, в 93-м году, 12 декабря, мне уже было 18 лет, я на выборы всегда ходил, ни одних пропустил. Лично я за нее, конечно, голосовал. Но, честно говоря, я же принимал участие в ее создании тоже, как Владимир Ульфович сказал. Это вот Поэтому второй еще вопрос, вы сразу еще на бы него я- и ответили. Еще бы я не голосовал. То есть он голосовал за то, о чем говорила ЛДПР. Единственная партия, призывавшая голосовать за Конституцию, была это- ЛДПр. так, может быть, Один это раз ваш- даже за Все вас партии. голосовал. Может быть, это Молодой ваш был. засланный казачок. Все партии говорили не надо. А сегодня они все голосовали. Аркадий, Молодец. Теперь, теперь второй вопрос, Борис. Вот у вас от любви до ненависти один шаг. Вы очень- Ходите туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да ненависть их от зависти. Понятно. Они же бомжи на улице. Вот их Правильно. бесит любая власть. Да. Борис Борисович, Без охраны ходим. Да. Ничего, Вам- НТВшный вам выдадим. не нужна. Да, да, Аркадий, да. Вас не узнают нигде. вот, Борис даже в Борисович, бане. теперь второй вопрос. Вот вы с таким пафосом зачитывали здесь Конституцию, многие Я статьи. люблю ее читать, постоянно ношу с собой. Тем более, что вы ее любите читать, всем показали это. И стало абсолютно понятно. То есть вы за то, что ее тоже надо как-то поменять, потому что вот она не работает. Или я неправильно это понял, ваш пафос? Но Конституция это не автомобиль, да, если он не работает, взяли другой, сели и так далее, или такси вызвали. Конституция основной закон нашего государства. И меня, понимаете, что еще очень волнует? Все-таки я очень люблю Россию, и надеюсь, мы там 300-500 лет будет наша страна. И лет через 300 дети в школах, университетах будут изучать, надеюсь, эту Конституцию, а не какую-нибудь другой страны. Надеюсь, что российскую. И вот учитель, они спросят учителя: слушайте, а какие были первые поправки в Конституцию? Спросят дети. И, может быть, они подумают, чтобы дать больше прав регионам, или чтобы защитить права человека, как Биль о правах в одной стране был, да? А учитель скажет: нет, вы знаете, первые поправки, которые были в эту Конституцию 300 лет назад, провел великий политик конца 20 века Жириновский, увеличив себе срок полномочий. Обидно. Нет. Как раз Жириновский не То есть- голосовал в этой поправке, если быть точным. На Он самом- как раз не голосовал. Но да. через самом- 300 лет вас будут помнить, Владимир Борис Владимирович, Борисович, честное Ну слово. вот Борис сразу, Борисович, сразу вот поправочка. это сразу Вы- ужасно, потому что поправку внес президент. Вот. А вы Поправку так- внес вы ее так сказали? президент. Президент, так тихо. Нет, ну, Могу главное, и что громко не сказать, у Жириновский. меня голоса хватает. Вот. И весь ваш пафос заключается в том, что да, поправки надо вносить, но Нет. какие-то иные. Нет, подождите секундочку. Я никогда не говорил, что поправки надо вносить в Конституцию. Конституция — это основной закон. Конституции принимаются не на год, не на 5, на сотни лет. В этой Конституции мне не все нравится, конечно, многое мне не нравится. Но я считаю, меньшее зло — это претерпеться и наконец-то выполнить то, что я зачитывал, и про федерализм, про права человека, чем начинать править именно в этом месте. И еще раз, все-таки, понимаете, я же человек такой Вас законопослушный. говорят амбиции автора. Если бы мне кто-нибудь... Не хотите, чтобы Нет, правили ваш Владимир текст? Вольфович, смотрите, если бы мне Он вас кто-нибудь назвал Владимир объяснил... Вольфович. Мне приятно, мне так Нет, стыдно. я, Владимир Уже в Вольфович, голове у него я- все сидит. Да я Вот. все Жириновским Я обращаюсь. рад, Я пытаюсь что- у него узнать ответы, не могу. Все-таки, смотрите. Да.
никто не объяснил народу. Никто не объяснил. И почему жизнь людей в Владивостоке будет лучше, если поднять пошлины? И почему будет лучше жить, если Но это вы увеличить срок слишком далеко, полномочий? Борис Борисович. Ну объясните, вы же депутат. Вот Но у сидят нас три депутата. бани закрыты в Московской области. Тоже давайте объяснять. Я согласен, хромает. Я не раз правительству говорил. У вас хромает пропагандистский аппарат. Но мы же не правительство. Но вы же депутат. Так мы же им говорим то же Подожди, самое, что подожди, вы нам. подожди. Нас-то в чем У них обвиняете? пропагандистский аппарат? Пропагандистский, вы Мне объясняйте казалось, лучше. аппарат, который отвечает за принятие решений. Потому что они Есть, но- сначала решения принимают, Вот я им и говорю. все так говорят, а что это вы вдруг? Они говорят, а мы пропагандистски хромаем. Я им говорю всегда, до принятия решения давайте О, объясним с гражданам, людьми поговорить что надо. ожидается принятие решения, ожидается внесение Вот поправок. давайте, Что вы скажете? Володь, Они почему вы скажут, забываете, сколько? Борис Володя, Борисович, это мой что есть раунд. вторая Вопрос. поправка? Можно я Аркадий скажу? Алексеевич, Да. Но есть вторая Аркадий, у вас поправка. вопросы есть? Аркадий, у меня Насчет Есть, полномочий есть. правительства. Тогда скорее. Еще Безусловно, скорее. есть Да. вопросы абсолютно Просто по задавайте, теме, скорее, Борис скорее, Борисович. задавайте, не томите. Вопрос следующий. Да. На ваш взгляд, как одного из авторов этой Конституции, как человека, голосовавшего на ней, и как человека, постоянно читающего эту Конституцию, соблюдается ли процедура юридическая принятия этих поправок? Нет, конечно. Я Почему? про это сказал. Я написал письмо всем депутатам региональных парламентов. У нас происходит форменное безобразие. Есть 33-й закон. Мы с вами за него голосовали, Владимир Вольфович. А поправка в Конституцию, помните? Там написано, что цикл одобрения поправок 1 год. 1 год. Вот принял Совет Федерации поправки, и субъекты год одобряют, и только через год на первом заседании Совет Федерации одобряет. И это правильно. Нельзя Конституцию менять за неделю, правда ведь, да? А они одобрили все по команде. Вот уже сегодня сообщили, все как один. Подождите, Все эти здесь в этом депутаты. месте сразу... Нарушение, Вот что это такое? нарушение. По команде. Нарушение. Вот что это такое? По команде. Вот это такая Аркадий тактика, Николаевич, позвольте, вот Борис смотрите, Борисович, когда так у нельзя вас по всей дискутировать. стране по графику Нет, утвержденному нет, собираются тысячи депутатов, Но это Борис Борисович, Совет и Федерации, Подмосковье, не мы. и там. Борис Совет Борисович, Федерации. Борис Нет, Борисович, ну вот как Владимир можно Романович, говорить о стране чем-то? собираются Человек, который депутаты. написал Слушайте. письма субъектам федерации, Да. вы поторгуйтесь с центром, прежде чем принимать. Так Правильно, вы за правильно, целостность страны правильно. вообще. Потому что когда, Да? смотрите, Или за торговлю за с последние центром. 8 лет денег в регионе в 99 году А теперь оставляли можно торговать. половину денег, половину. А сейчас только треть. И поэтому в Владивостоке, поэтому девочка из Бурятии, девочка, звонит Путину и говорит, платье хочу новогоднее. Понимаете, и хорошо, все радуются, ей надо да, кому? платье. А Губернатору миллион звонить? других девочек не дозвонятся до Путина. Не дозвонятся. Да. Да, прошу. Некрасов, Совершенно Некрасов правильно. Давайте Дмитрий, член поторгуемся. Федерального политсовета партии «Правое дело», предприниматель. Владимир Вольфович. Лучше не так. Пока еще предприниматель. Пока еще, да. Я сейчас хотел бы немного оставить в стороне вопрос о том, хороши ли поправки, плохие, а высказать вот такое опасение. Владимир Вольфович, вот не кажется ли вам, что сам факт того, что наша Конституция в этом виде была достаточно долго неизменной, являлась важным встроенным стабилизатором нашей политической системы? Предохранителем, который не позволял различным политическим противостояниям переходить в силовую плоскость. Вот если сравнить, допустим, 93-й год, кризис политический, и кризис 98-99 годов, то можно увидеть, что как бы политические силы различные в 98-99 году не относились к этой Конституции, они играли по ее правилам. Президент Ельцин, вместо того, чтобы разогнать парламент силой, договаривался с ним о компромиссной кандидатуре премьера. Коммунисты, вместо того, чтобы устраивать массовые беспорядки, пытались организовать импичмент и так далее. Не кажется ли вам, что власть сегодня, меняя Конституцию по своему усмотрению, возможно, лишает сама себя возможности опереться на эту Конституцию в условиях политического кризиса, когда он когда-то будет? Потому что если можно изменить один раз, то можно изменить и второй раз. Если можно одному, то можно и другому. Особенно, вот, не кажется ли вам это опасным? Особенно в условиях мирового финансового кризиса, который неизвестно куда заведет. То есть не выпускаем ли мы джина из бутылки? Да, джин из бутылки, Вы реально. все оперируете историческими фактами, не зная подноготной. Вы сейчас сказали, что Ельцин опирался на Конституцию. Дважды он хотел разогнать парламент. Дважды. Солдаты уже стояли в марте 90-го года в наших кабинетах. Он испугался меня и Зюганова. И министр внутренних дел сказал, что я не могу снова открывать огонь по парламенту. В 99-м году, в мае, лежал указ о распуске Думы. И только потому, что фракция ЛДПР не допустила силового варианта, мы спасли дважды страну от государственного переворота. Владимир Вольфович, А вы говорите, Ельцин, Конституция. Может быть, Конституция и позволила фракции ЛДПр. 3 раза партия спасла страну от кровавой диктатуры. Декабрь 93-го Может года. быть, Конституция, именно неизменность Конституции и уважение к ней позволили партии ЛДПр остановить великого и могучего Ельцина? Вот Не Конституция, ему было наплевать на Конституцию. Именно нарушая Конституцию, он хотел нас насильно через армию разогнать. А вы мне опять про Конституцию.
Ну, хотел, но не сделал. Не сделал и испугался. Как и он испугается сейчас и сбежит отсюда. Вы все трусливые. Поэтому вы поймите, во все конституции мира вносятся поправки. Меняются. Вот сейчас во Франции конституция Пятой Республики. Они меняют французы все время, почему мы не можем менять? А когда у них было 47 лет, сделали 5 лет. Пятой Республики. Сколько лет назад была принята Конституция Пятой Республики? 50. И за эти 50 лет сколько раз они ее меняли? За эти 50 лет поправки все время и в каждой Конституции. Я с вами согласен. Идеальный вариант. Длительный срок действует Конституция. И законы. Ведь те же французы принимают 6 законов в месяц, а мы 60. Вы можете понять, что мы полностью поломали страну? А можно... И у нас Конституция новая, и законодательство, и налоги, и экономика, и даже люди. Вот все новое. Коротко конкретизировать можно? Вы не боитесь, что это может быть политически опасно? Просто в будущем политически опасно. Неважно, правильные поправки, неправильные, просто само по себе изменение Конституции дестабилизирует ситуацию. Вот, зная так, что так будет, эти проблемы все, единственная партия поддержала ГКЧП 19 августа. Мы знали, что вот так будет, что кризис будет, что безработица будет, сепаратизм, война, Кавказ, коррупция, бандитизм, 5 миллионов беспризорных детей. Мы это знали. Мы вам говорили, давайте остановим все это. Танки вошли в Москву. Вы нет, хотим демократию Ельцина. Получили? То есть... Ушел Ельцин. Вы же опять получили новый режим. Я правильно понимаю? Я был 5 раз кандидатом в президенты. Чего же вы другие голосуете? Вы ведь плохо в стране. Ну вы за меня-то не голосовали. Вы избираете другую власть. Вы избираете другое парламентское большинство, а претензии ЛДПР. С какой стати? Где ваша логика? Где ваша логика? Это справедливо. Мы не отвечаем за положение дел в стране. Мы имеем право критиковать. Все. А нас они не слышат. Не слышат нас они 20 лет. И ЛДПР запрещали, их никто не запрещал. И на блюдечке с голубой каемочкой новые офисы партийные, машины, деньги, названия. И уже пресса их раскручивает день и ночь. А нас закрывали, трамбовали. И только я всегда показывал. К выборам не допускали. Да, было такое. Было. Приходилось же тогда менять название, Да, я помню. назвать по другим названиям Да. шли. Ночью съезды проводили. Прошу вас. И измучили партию. Еще здесь мне через 20 лет начинают говорить. Совершенно обаятельные, красивые женщины. Депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР из Оренбургской области Афанасьева Елена. Господин Надеждин, вы, на мой взгляд, провокатор. Вот так вот, как вы ведете сегодня себя на этом ринге, вы ведете себя последние 20 лет. И ваша команда ведет себя абсолютно так же. Вы всегда лжете. Вот даже сейчас на программе, когда вы задаете риторический вроде бы вопрос, почему наши дети оказываются в Америке, я вам отвечаю почему. Потому что вашими силами, силами демократов, прошла поправка в Семейный кодекс о том, что на территории Российской Федерации имеют право работать агентства по усыновлению, которые взимают плату с усыновителей и платят нашим чиновникам. Вот вам коррупция. Это ваша поправка. Это не поправка ЛДПР и не поправка Единой России или бывшей ТНДР. Это ваша поправка, поправка демократов. Второй момент, где вы лжете, опять же, сегодня на наших глазах, говоря о том, что Жириновский голосовал за поправки в Конституцию. Не голосовал. И свои поправки к тому же вынес. И хочу сказать, что я буду рада, если учитель, который будет преподавать в будущем поправки о Конституции, рассказывать своим ученикам, скажет в том числе о том, что Жириновский вносил поправки, которые говорили о том, что нужно количество депутатов уменьшить в Государственной Думе. До 300 Да. человек. Вот экономия. Пожалуйста. На мой взгляд, господин Надеждин, вы злитесь. Злитесь на то, что вы не прошли в Думу, на то, что вас оторвали от кормушки вместе с Чубайсом, из которой в последнее время, в общем-то, все Не трогайте Чубайса, у него бананотехнологии. Новую кормушку дали, да? Посмотреть на ваше окружение, по ним уже давно тюрьма плачет. Потому что такие государственные преступления были совершены вашими соратниками, настоящими или бывшими. Но это ваше, в общем-то, на вашей совести остается, что уже пора в Уголовный кодекс носить поправки, а мы про Конституцию говорим. А кодекс поправки должен какая? Был членом СПС, и сюда 3 года тюрьмы? Нет. Посмотрите, какой государственный ущерб был нанесен. И вопрос, не желает ли господин Надеждин прям тут застрелиться? Или... Может быть. Да, то есть вопрос господину Надеждину какой?
А господину Надеждину... Как вы жить-то можете Вот, после нет, этого? Нет, за что вы так нашу родину господин не любите? Надеждин, Что такое? я вообще считаю, что Конституция лично для вас и для вашей компании это не основной закон, а та лазейка, которой вы прикрываетесь, когда говорите о правах человека и о свободах. Свобода для вас это вот унижение нас, общее унижение, что меня как депутата, что народа своего, унижение государства, вечное обкрадывание государственной казны. Вообще совет такой, знаете, вот ваша фамилия, она хорошая фамилия, но надежды нет. Наверное, нужно ее сменить на Безнадеждин и не обманывать русский народ. О, как! О, как! Ну, вопрос попробуйте такого на плана. что-нибудь ответить. А вопрос такого плана, господин Надеждин. Вы же нормальный человек. Как у вас земля-то носит? И должны понимать, что победившие всегда живут лучше побежденных. А вы нас толкаете постоянно в пропасть, чтобы мы были теми самыми побежденными. Хорошо. Значит, я И попробую золотое ответить. правило существует. Мы же все понимаем, что никогда другая страна, те, о которых вы ставите нам в пример, не будет бороться за то, чтобы наши граждане России жила лучше и сытнее. Понял. Вот понимал, вопрос не понял совсем. Борис Борисович, прошу вас. Елена Владимировна, дорогая, вы ведь учитель истории, я правильно понимаю, по образованию? Изучили. То есть историю должны знать хорошо. Хорошо Вы знаете, вы столько всего сказали, что я прошу специальную передачу сделать к барьеру. Мои ответы на вопросы Елены Владимировны. Там будет много. Я попробую. Я боюсь, Елена Владимировна выиграет с диким преимуществом. Значит, первое. Елена Владимировна, как историку. Я был депутатом Госдумы с 99 по 2003 год и только. ЛДПР все 15 лет. Семейный кодекс, о котором вы говорили. Я могу ошибиться, но это точно не наш созыв. Это 95 или 97. Дальше. Мы о поправке Вы говорим. сказали замечательную фразу. Победители всегда живут хуже побежденных. Лучше. Лучше, да? Лучше. Ну, естественно. Победители всегда живут лучше побежденных. Вот я и пытаюсь всю передачу сказать, что существующая власть действительно живет лучше побежденного народа. Бред, бред, вы говорите бред. И опять провоцируете и раскалываете население своими высказываниями. И не более того. Так вы, получается, за то, что надо внести поправку один Борис год. Борисович, вы что Срок ответите? полномочий. Ну, я могу отвечать долго про свою фамилию. Мои предки всегда жили в России. Она отличная всегда. фамилия. Очень хорошая. Вот, у меня Главное, протоиерей вы не имеете Владимир никакого... Соколов. Вы ничего не сделали, чтобы она у вас была. понимаете, просто разделились. Прадедушка мой был большим деятелем. Родной брат Михаила Михайловича Спиранского. Понимаете, они сейчас, наверное, смотрят на меня и думают, как ты вообще попал на эту передачу, где ты плевал. Правильно, что вам здесь делать? Объявляется Что вы можете перерыв. сказать людям, кроме того, как солгать в очередной раз? Присаживайтесь. Я ненадолго. Так, присаживайтесь. Передача. Чуть не побили, потом оскорбляют. Ну, я думаю, что в настоящее время бойцы вернулись к теме. И если учитывать вклад секундантов, я думаю, что секунданты Жириновского более, так сказать, конкретно ориентируются в этом вопросе. А секунданты Надеждина, они, коррупция тут, в общем-то, это не по теме существует. Поэтому хотелось бы в настоящее время с небольшим перевесом отдать победу Жириновскому. Знаете, я позволю себе с этим не согласиться, потому что особенно второй секундант Жириновского опять увела тему куда-то в сторону. И в конечном итоге опять все свелось к выяснению отношений каких-то личных, а тема куда-то ушла. Ну да, личностные Я бы, в общем-то, так бы не стала присуждать победу ни тому, ни другому. Я думаю, что оба оппонента наконец-то заговорили о том, о чем должны были, но не продемонстрировали уважение к Конституции. Надеждин говорит о том, что меньшее зло в Конституции, что нужно претерпеться. Жириновский вообще говорит о том, что не нужен Совет Федерации, не нужен пост президента, то есть, собственно, и буква, и дух Конституции ему тоже, видимо, вполне безразличны. Вот. Я думаю, что в дискуссии все-таки лидировал Надеждин, и Жириновскому еще нужно очень много, так сказать, на многом сконцентрироваться, чтобы наверстать упущенное. И намного сильнее были оппоненты Надеждина. Угу. Я согласна, потому что оппоненты как раз задали очень хорошие вопросы и с той, и с другой стороны. И эти вопросы вообще позволили, если бы захотели наши выступающие, очень хорошо развить эту тему. Тема не была в дальнейшем развита. В частности, вот есть некая претензия к Жириновскому. Да? Сама формулировка вопроса вообще заставляла, подталкивала его ответить вообще, для чего нужны эти изменения, эти поправки. Конечно. Да? И поговорить здесь о модернизации, например, да? Не только об экономической, но и политической. И можно было бы очень красиво развить эту тему. Но, в принципе, я тоже на стороне Надеждина в этом раунде.
В начале 20 века дуэль, сохранившаяся главным образом в офицерской среде, стала средством политической борьбы. А соперничество двух либеральных партий, кадетов и октябристов, едва не привело к гибели борца за Конституцию и свободу Павла Милюкова. 2 мая 1908 года на заседании Думы он обвинил одного из основателей Союза 17 октября, Александра Гучкова, в том, что тот часто говорит неправду, и получил вызов на дуэль. Милюков, не державший никогда пистолета, был вынужден принять его. Шансов остаться в живых не было. Гучков был известным бритером и хорошим стрелком. Поединок удалось предотвратить стараниями секундантов. Была выработана компромиссная формула. Гучков имел основание считать себя оскорбленным, но Милюков не хотел его оскорбить. Схватка третья. Борис Борисович, а кто написал эту Конституцию в 93 году, что все так начинают кричать, что это наше все? Что, хорошая Конституция, что ли? Конституцию писало огромное количество людей, создано было конституционное совещание, в нем было огромное количество разных людей, в том числе там ваши были, по-моему. Это сейчас, да? Нет, сколько людей вот это писало? Значит, в совещании участвовало несколько сотен юристов, понимаю, депутатов. Так писало сколько людей? Несколько сотен никогда ничего не могут делать одновременно, они прочитать не смогут. Ну, я могу назвать фамилии людей, да, которые... Вот сколько, я помню, Румянцев писал. Румянцев, Бурбулис, Шахрай Сергей. Вы назвали Краснов, людей, которые при да. всем уважении не являются бесконечными авторитетами ни в юриспруденции, А у них ни в нету, дело же другое. Вот они написали книгу, по которой мы должны жить. Живем мы, как сами сказали, не так, как хотелось бы. И вы говорите, что ничего не смеет трогать руками, ничего не смеет менять. Знаете, ведь смотрите, надо же понимать, что Конституция все-таки пишется не в больном мозгу каких-то неизвестных Не людей, уверен. да? Вот исходя из фамилий, которые перечислили, как это было написано, не уверен. Нет, смотрите. Конституция писалась буквально так. Во-первых, была Конституция РСФСР, была. В которой был и президент, и парламент. И вот ее была. переписали. Ее исправили в терминах современных, вставили раздел «Права и свободы человека», чего не было в Советской. Правильно. То есть... Убрали 5-ю статью. То есть сделали нормально. Ну вот хорошая Конституция. Да плохая Конституция. Объясню почему. Смотрите, вы говорите, через 300 лет дети будут вспоминать. Когда сейчас американцы вспоминают свою Конституцию, они говорят, вот у нас были отцы-основатели. И они говорят, вот эти фамилии, это люди до сих пор бесконечные моральные авторитеты. Конституция вот 93-го года, прошло 15 лет. Знаете, назовите фамилии моральных авторитетов, знаете, которые это писали. И народ будет плеваться и бить кулаками. Я даже знаю, почему в Америке... Я даже знаю, почему в Америке это моральные авторитеты. Потому что их портреты на этих зелененьких бумажках нарисованы. Гораздо позже. Не-не-не, там есть. Не-не-не, гораздо позже. Да, они все еще масоны. Да, но просто появились позже они на этих бумажках. Они сначала должны были написать, потом умереть, потом на бумажку, не наоборот. Вот именно эта Конституция, при всех недостатках, как ее создавали... Эта Конституция не помешала двум чеченским войнам. Эта Конституция не помешала вымиранию большого количества населения. Эта Конституция не помешала олигархическому строю 90-х. Эта Конституция не помешала тому, что Астронов вытирал ноги каждый не ленивый. Эта Конституция помешала этому? Нет, это другой вопрос совсем. В этой Конституции, товарищи дорогие, все, о чем... давайте так, смотрите. Все, о чем говорит Соловьев, эта Конституция... Была против, но ее никто не читал. Это вопрос другой. Володь, еще раз, смотри. Я понял. Трагедия в том, что кто Конституцию пишет, тот и читает, а все остальные нет. Володь, ну что вы, я не знаю. Вот прямо. Если бы эту Конституцию выполняли, в том числе и президент Ельцин, было бы гораздо лучше. Ну так если никто не выполняет, зачем ее не переписывать? Так и надо тогда переписывать. Владимир Владимирович, вот вопрос, на который у меня нет ответа, вообще не понимаю. 8 лет президентства Владимира Владимировича Путина. И Владимир Владимирович говорит, не дам изменить ни буквы. Я как юрист, Конституция наша все, Конституцию менять не буду. Проходит несколько месяцев. В стране ничего не изменилось принципиально. Вдруг Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, кстати, Конституцию будем менять. Что случилось? Полное разочарование результатами тех реформ, которые проводили вот эти самые демократические партии. В 2008 году? За эти несколько месяцев, да? То есть нет. Вот как... Заложено все было в 92-м году. 93. Автора называю Егор Тимурович Гайдар. Да бог с ним. Его опричники Чубайс, Немцов, потом Кириенко и все остальное СПС и Яблоко. То есть почти 15 лет все, что они делали, сегодня ничего, все рухнуло. Но Путина невозможно назвать сторонником Гайдара. Почему? Потому что новый пришел. Новый пришел. У него другой взгляд. Он моложе.
Ему нравится, может быть автором тоже каких-то изменений. Ведь все же чистолюбие всем надо. Вы понимаете? Понял. Вот этот в Израиле водитель автобуса угробил наших 25 человек. Чистолюбие. Я первый приеду в Эйлат. Вот он для чего сюда пришел? Чистолюбие. Показать, есть такой надежда. Хорошо. А теперь скажите, не умер еще последний демократический чех в Подмосковье. Еще есть. Еще ползет. А где Немцов, ваш бомж Немцов? Где он? Не трогте Бориса. А команда где? Кстати, вы смотрите, вот Борис... Явлинский где? Ну что же так прям... Так вот, я бы с удовольствием передачи носил бы. И в психушку, и в тюрьму. И в психушку, и в тюрьму. Любите народ. А на Дальнем Востоке все будет в порядке. Вам не удастся вот разжечь там пожар. что меня смущает, да? Вот объясните мне, пожалуйста, как человека не очень хорошо понимающего. Ну, в вооруженных силах сокращение идет, как обращаются с пожилыми генералами, нам всем наглядно показали, тут, когда их разгоняли, что шарфик, дедушка, повяжите правильно, а то я вас потащу, не дай бог, за душу. Это спасибо большое, что хоть не сразу сапогом в лицо. Но внутренние войска, оказывается, никто не собирается сокращать. Они нужны. Статьи интересно принимаются. Да, вот с одной стороны поправка Конституции, а с другой стороны такие статьи интересные, что теперь, как ты, если, не дай бог, власть критикуешь, ты практически шпион. Изменник Родины. И судить тебя будут теперь, не дай бог, не суд присяжных, а вот чтобы ты не волновался, тебя осудит судья. Чтобы ты вот не дергался и к народу не ходил. Это все к чему? Вот все эти изменения, так все вместе, это нас к чему-то готовят? Вы знаете, может, в Красноярске бараки разморозить? В результате строительства вертикали власти произошла в стране страшная вещь. У нас слишком огромная, разнообразная страна, чтобы какой-то верховный правитель, пусть даже гениальный, мог все реально понимать. От него, вот до этого конкретного человека, огромное количество людей. Главной проблемой нашей страны является то, что в результате строительства вертикали каждый человек доверяет только верховному правителю и не доверяет мало кому. Своему соседу не доверяет начальнику, не доверяет мэру, губернатору и только так. И поэтому, когда идет какой-то сигнал отсюда, любой, там вот кризис, банкам деньги дал Путин, да, бросили в систему, а здесь никто не заметил, куда-то они делись. Система потеряла управляемость, в этом проблема. А если система теряет управляемость, то власть начинает понимать, они же добра хотят, они хотят дать деньги, раз, ничего не дошло, в Владивостоке люди вышли, понимаете, АУ, там Москва. Люди вышли в Владивостоке. И поэтому, конечно, часть начальства, конечно, сокращает именно армию, конечно, увеличивает внутренние войска. Потому что всерьез никакой нормальный начальник не думает, что мы будем воевать с Америкой. А он думает, что мы будем разгонять митинги и демонстрации. Владимир Ильич, вот ситуация в Владивостоке меня очень волнует. Объясню почему. Ведь проблема не только в том, что повысили таможенные пошлины на машины. Хотя эта мера, на мой взгляд, не о ней сейчас речь. Речь о другом, что людей не слышат. Ведь когда люди выходят на улицы, это значит, что власть к ним не приехала, губернатор не вышел, что их точку зрения никаким цивилизованным образом не удалось донести до власти, обсудить и спросить: ребят, вот мы собираемся принять такие поправки. Мы понимаем, что это ударит по сотням тысяч людей, живущих на Дальнем Востоке. Но мы вам, чтобы было на что жить, создадим тогда бизнес и сделаем то. Этого же не было. А представляете, что такое бунт в России? Это же страшно. Бунт в России сметет и правых, и виноватых. Это ужасно. Этого допускать нельзя любой ценой. Ситуация может быть такой же, как была в 17 году. Царем правильно были недовольны. Правильно, надо уходить. Но власть перешла в руки слабых бандитов, демократов, масонов. Они не умели. Они войну не будем вести, армию разогнать, все распустить, никому не подчиняться. В конце концов, к власти пришли диктаторы. Вот этого нельзя допускать. Сегодня мы испытали наших демократов вот за эти 15 лет. Но ведь ситуация ведь... О демократах сейчас даже никто не говорит. Дальний Восток. Как сделать, говорите, чтобы людей услышать? Некому обратиться к ним. Некому. И в центре у них нету человека, который мог бы обратиться так, чтобы его послушали. И на местах. Я почему говорю про криминальную власть? И народ. Подождите, отвечаю я. Вы уже ответили свое. Власть криминальная, губернатор и мэр Дальнего Востока, с чем он выйдет? Ему же скажут: ты сам вор, ты чем мы тебя будем слушать, так сказать? Вот в чем проблема. А убрать ее, уберите эту власть. Она сомкнется с ними. Когда ее убрали с власти, она будет давать деньги, как в 91 году они давали деньги, чтобы окружить, сорвать ГКЧП.
как не давали деньги в 93 году. Вот давайте сейчас То есть не сегодня. Центр боится, так сказать, сцепления отправленных в отставку губернаторов, их нужно отправлять, мэров городов, местного криминала, местной мафии, голодных людей, обездоленных. И тогда действительно получится, что все они против власти. И на всех на них будет всего 2 милиционера. Вот проблема. Но они сделают как в Греции, сожгут все магазины, машины, и потом будут лежать в больницах, в тюрьмах и на кладбище. И потом кто все это будет разгребать? Проблема ведь кто будет разгребать все это? Ведь смотрите, по идее, с властью люди могут говорить в идеале через своих депутатов. Да. Потому что партия депутатов выбирает народ. Да. Но депутатам, даже набрав всю эту информацию, некуда идти. Потому что получается, что исполнительная власть депутатов-то не особо слышит. Хотя сейчас вы приняли новые поправки, по которым должна власть приходить и отчитываться, но реально получается. Вы придете и скажете, у нас беда, а вам скажет какой-нибудь министр, у вас еще не беда. Согласен, мы знаем лучше, где беда. Согласен с вами. И опять же, нельзя обвинять ЛДПР, у нас там нет депутата. Не пускают нас, борются с нами. Вот их сторонники там борются с нами. Поэтому мы не можем влиять. Вот вы что там делаете? Мы представляем часть наших избирателей в Госдуме, а на Дальнем Востоке у нас никого нету. Потому что мафия, бандиты везде завалили наших кандидатов в депутаты. Потому что они честные, им нужны управляемые депутаты. И таких огромное количество. Огромное количество. Депутаты дальневосточники в Госдуме молчат, ничего не делают. Они все из другой партии. А ЛДПР нет там ни одного депутата. Если Россия потеряет Дальний Восток, это будет трагедия. Ничего никогда не потеряем. Голову оторвем любому, кто посмеет прикоснуться к российской земле. Понятно. И в той же Конституции написано, никто не имеет права ставить вопрос об отделении. Это справедливо. Никто не имеет права выступать против государственной власти. Это правильно. Никто не имеет права призывать к насилию, как это делаете вы и ваша партия. Головы всем оторвем вам. Теперь... Всем до одного. Борис Борисович, посмотрите. Народ в чем-то прав. Живут плохо, пенсии, с машинами, с рулями. Но то, что вы хотите поджечь, это не получится. Не дождетесь. Ну, я понимаю, что когда мы говорим с рулями, мы имеем в виду с рулевыми колонками справа, да? Мы имеем в виду да, право-лево. Да, мы имеем в виду... Зачем они решили завозить с правым рулем? Это же они сделали приятельнее. Завозить с правым рулем опять нельзя. Не, ну Что вы это сделали? давайте помогать АвтоВАЗу, который замечательный. Согласен, но по данным Самарской газеты, 95% сотрудников АвтоВАЗа... Но сперва они все разрешили. Мы им поможем, а теперь запрещают. Они зачем все разрешили? Зачем И надо было везти «Жигули» на Дальний Восток, «Жигули», «Запорожцы», «Москвичи». А кто на них ездить будет? Они решили из Японии. А теперь... Там дешевле и прочее. Вот. Борис Борисович, вы хотели ответить на этот вопрос? Для спасения своей власти. Как сделать так, чтобы не потерять страну? Чтобы вот всегда я ужасно опасаюсь, когда начинают идти речь вот об этих массовых выступлениях, потому что люди хотят, чтобы жизнь изменилась к лучшему, не учитывая исторический опыт. Всегда в результате массовых выступлений жизнь меняется к худшему. Разрушить легко, особенно сейчас вкатываясь в зиму. А жить-то потом как? Я так скажу. Чем больше из Москвы некоторые политики орут, мы вам там, в России, везде оторвем голову. Не там, а вам здесь. А вам здесь. Не там. Народ везде нормальный. А тем, кто провоцирует, подстрекают и ждут пожара, вам оторвем. Не, они, кстати, пока никого не провоцируют и не поджигают. Абсолютно. Но он же начал передачу с Дальнего Востока. Он хочет, чтобы там заполыхало. Ему нравится. Не, мы как раз все хотим, чтобы туда приехала... Я не трогал Дальний Восток чтобы туда приехала власть, чтобы услышала людей, чтобы с ними говорила, смотрела лицом в лицо, понимала, не допустить. Ваши претензии правильные, но я не власть. Конечно. Я бы приехал и всех бы успокоил. И в этом, кстати, одна из терпеливо слушал, одна как вы оторвете мне голову, дайте я скажу про Россию. Одна из важных претензий, что у депутатов нет возможности реально влиять на исполнительную власть. Да, мы приедем, нам не народу дадут нельзя говорить. И нет возможности собраться, Владимир Вольфович, обратиться к нам. прежде чем вы мне оторвете голову и вырвете язык, можно я минуту скажу? Последнее слово. Давай. Последнее слово перед отрыванием головы. Завещание напишите. Для того, чтобы все люди хотели жить в России и хотели работать и во Владивостоке, и в Бурятии, и в Москве, нужно сделать две вещи. Первая вещь. Дисциплина, основанная на страхе, мы вам оторвем голову, не приведет к порядку в стране. Дисциплина должна быть основана на доверии, на достоинстве человека, уважении и на доброте. Надо по-доброму с людьми разговаривать. Вот. Правильно. А для этого надо, чтобы люди, которые живут, уж Владивосток начали, так Владивосток, да неважно где, на Амуре, в Хабаровске, в Новосибирске, в России, чтобы они знали, что власть отвечает местная перед ними,
И депутаты, которых они выбирают, не в Москве назначаются, присылаются им списки из Москвы, да, кто должен быть мэром и губернатором, чтобы они выбирали. А эти мэры и губернаторы знали. Выбрали. Дальний Восток, Дарькин был выбран. Смотрите. Да. И мэр города был выбран. Мэр города, Винни-Пух, вы простите, тоже был выбран. И что получили? Если, смотрите. Не работает. Но при всем при том, человек отвечал перед своим народом. Не работает. А сейчас работает. Коррупция пропала в стране после нет, назначения. проблема в другом. Все назначенные губернаторы, идеалы и образцы. Нет, конечно нет, бесспорно. Но его хотя бы можно сейчас быстро снять. А раньше был единственный вариант. Его можно снять быстро. А у нас сняли недавно, не заметили? Да. А вы знаете, у нас их сняли. А вот тех, которые чисто выбирали. Я знаю несколько мэров небольших городов. Их взяли тоже. Да, которые сидят годами еще при коммунистах, никто с ними ничего сделать не может. Знаете, а знаете почему? Потому что только ему приходит сигнал, а он сидит там далеко. Из Москвы приезжает проверка, из Москвы едет 3 дня, там 5 часов, он смотрит, прилетел. А он уже с ними договаривается, делится, понимаете? Потому что он не перед своим народом отмечает, не перед своим двором, а перед Москвой. Она далеко. До всех не доедет. Перед своим народом, перед своим народом, свой народ точно так же забирает. И 90-е годы прошли. Проблема стоит в другом, что вы предлагаете возврат к прошлому, он тоже не работает. Владимир Владимирович говорит, что надо все равно что-то менять. Да. А я говорю, и вы со мной оба соглашаетесь, что надо делать так, чтобы власть не только диктовала народу, но и слышала народ. Естественно. Иначе, к сожалению, мы потеряем великую страну. Ну пока вы поехали губернаторами, а не мы. Владимир Владимирович, а от ЛДПР хоть один губернатор есть? Нету. А я вот что подумал, смотрите. Ни губернатора, ни министра, депутатов нету. Понимаю, смотрите, вот Белых, депутаты есть в Госдуме. Но это по партийным спискам по всей стране. Но смотрите, как здорово получилось. А Дальний Восток ни одного, Москва ни одного. Вот Белых стал губернатором. А от них Белых губернатором стал. А мне как-то... А мне обидно за Богданова и за Борщевского. Вот, они никто. Они-то тоже от партии отказались. А губернаторами не стали. Жалко. То есть на подкормке у Кремля. Прошу вас, господин Так называемый демократ. Я думаю, что предложения про увеличение сроков полномочий президента и парламента, они, прежде всего, не изолированные. Они содержатся в довольно широкой программе демократических преобразований, которые предложил президент Медведев. И о чем, кстати, упоминал Владимир Жириновский, опирается на достаточно широкий мировой опыт по срокам президентских и парламентских полномочий. Эти изменения, кстати, ведь они не меняют ни дух, ни букву нашей Конституции. Особенно в том, что касается прав граждан, работы органов власти, федеративного устройства. И мне кажется, Борис Надеждин зря показывал нам книжечку, которая пострадает. И, наконец, последнее. Победил, мне кажется, все-таки Борис Надеждин, но не потому, что он был более убедителен, выступая против изменений, которые предложил президент Медведев, а в силу, так сказать, более мощных аргументов и, в общем, популистского начала. Такого же, как у Владимира Жириновского. Госпожа Башкирова. Демократы, популисты. Ну, мне кажется, сама тема была чрезвычайно интересная, и она давала очень много возможностей обоим дуэлянтам себя хорошо проявить, чего, к сожалению, мы не наблюдали. Потому что вот я очень оценила, так сказать, усилия господина Соловьева, который пытался вас подтолкнуть вообще к народу и обсудить тему, а что вообще надо сделать, чтобы народ был наконец-то услышан, чтобы он не был таким брошенным, чтобы ему было куда обратиться вообще, когда происходит беда. Мы этого вообще не услышали. Далее, значит, хотелось услышать очень четкую позицию, почему нам не нужно менять эту демократию. Что это такое? Означает ли это, что у нас в России вот такой менталитет советско-коммунистический, царский, традиционалистский, что нам нужен сильный, так сказать, царь, да? И означает ли это, что должен быть у нас правовой авторитаризм, как в Сингапуре? Или почему у нас должны быть эти изменения? К чему они приведут? Для модернизма? Для чего это вообще-то нужно? И кто победил? И победил, я считаю, Надеждин. Госпожа Абрамова. Я хочу присоединиться к предыдущей судье. Не оценивая, надо, не надо менять, у обоих выступавших была возможность четко доказать свою позицию. Одному доказать. Вот я считаю, что Конституция не должна меняться потому-то, потому-то, потому-то. У второго, что она должна быть изменена потому-то, потому-то, потому-то. Я не услышала ни от одной, ни от другой стороны вот этих четких объяснений своей точки зрения. Поэтому мне кажется, что в этом споре не победил никто. Господин Перцев.
Ну, тема довольно-таки сложная, и кавалерийским наскоком, который мы видели здесь, ее не решить. Но хотелось бы обратить внимание на то, что действительно исторические условия у нас поменялись, они назрели. И вот то, что необходимо было нам донести, хотя бы немножко убедить в чем-то, я не услышал это вот от участников данной дуэли. Однако, учитывая, так сказать, риторический опыт господина Жириновского, я думаю, что в данном случае Владимир Вольфович с небольшим преимуществом, но победил. Ну что ж, я благодарю наших уважаемых судей, участников сегодняшней дискуссии. Как проголосовали телезрители, мы узнаем прямо сейчас. По результатам голосования телезрителей победил Владимир Жириновский.